В первой части драконьей франшизы мы становимся свидетелями знакомства Иккинга и Беззубика, наблюдаем постепенное зарождение их дружбы и затем, впоследствии, лицезреем, как дракон и человек объединяются в крепкий, нерушимый братский тандем, чтобы вершить добро и охранять мир и покой, наконец-то воцарившие на Олухе. Но на самом деле красивая, трогательная и счастливая история, рассказанная зрителям в оригинальной картине, по своей сути не первостепенно. Основополагающими же являются страшные жуткие события, произошедшие задолго до временного периода, описанного в первой части. И как раз о них, по хорошему счету, и нужно говорить прежде всего. Как вы, несомненно, помните, в каждом из двух существующих мультфильмов героями неоднократно упоминается существование фурий. Так, например, в начале первой части Стоик интересуется у викингов, были ли замечены фурии во время нападения драконов на их остров. Судя по тому, что мужчина употребил слово «фурия» во множественном числе, он явно встречал на своем жизненном пути больше, чем одного представителя данного вида. Также об этих удивительных существах знала и мать Иккинга, Валка, и вполне может быть, что женщина даже видела их пару раз до того, как ночных фурий истребили. Ну и наконец третий, кто тоже имеет представление об особях данного вида, это Эрот, бывший охотник на драконов. Да это же ночная фурия! А я-то думал, они все передохли. В общем, надеемся, что для тех, кто до сих пор считает, что Беззубик появился из ниоткуда и является единственной когда-либо существовавшей ночной фурией, троих свидетелей достаточно, чтобы раз и навсегда выкинуть эти нелепые мысли из головы. Очевидно, что когда-то ночные фурии были очень распространенным видом, причем это когда-то было не так уж и давно, учитывая, что Стоику 50 лет, Валке 40, а Эроту и вовсе 25, и все они наверняка встречались с ночными фуриями, мы можем примерно определить период исчезновения этих драконов. Четко же установить временные рамки случившегося помог никто иной, как главный герой франшизы – Иккинг, а точнее его возраст. Как мы знаем, на момент событий второй части Иккингу было 20 лет. По словам Валки, ее сын и Беззубик – ровесники. Таким образом, исходя из этой информации, ровно 20 лет назад фурии еще существовали, иначе как тогда вообще Беззубик появился на свет? Верность данной теории подтверждает еще и тот факт, что создатели мультфильма с помощью флешбеков неоднократно отсылают зрителей к событиям именно 20-летней давности. И эти очевидные отсылки неизбежно наталкивают нас на мысль, что данный период времени имеет важное историческое значение. Теперь, когда мы наконец-то выяснили, мы переходим к самому интересному, а именно к рассказу о том, как, почему и от чьей руки погибли ночные фурии. Много лет спустя, со дня этого кровавого происшествия, Валка поведала своему сыну историю, в которой объяснилось, почему она пропала и по какой причине считалось, что ее убил дракон. Все мы помним, как в начале первой части стая огромных крылатых существ напала на остров Олух. Тогда разъяренные животные сжигали дотла дома, воровали пищу и пытались убить викингов. Но 20 лет назад поведение драконов было совершенно иным. Они не пытались атаковать викингов, испепелять все живое или красть еду. Нет. Они были чем-то до смерти напуганы, они убегали, они спасали свою жизнь. И когда Шторморез, который впоследствии стал драконом Валки, залез в колыбельку малыша Иккинга, это не было продиктовано желанием слопать ребенка или причинить ему боль. Напротив, он хотел защитить его, но в то же время дракон понимал, что не сможет утащить новорожденного викинга с собой в безопасное место, так как мыслящие стереотипами люди, решив, что тот хочет его убить, оказали бы сопротивление. Но в этот момент дракон увидел Валку, человека с душой так похожей на его. Посмотрев друг другу в глаза, женщина и животные поняли друг друга без слов. Это была не злобная тварь, а разумное и кроткое существо. И кто знает, как бы развивались события дальше, если бы в ситуацию не вмешался Стоик. Вопреки уговорам своей супруги, неумолимый воин обрушил на дракона острый меч, и тот, желая спасти от незримой угрозы хоть кого-нибудь, улетел прочь от острова вместе с Валкой. Но вот вопрос, что же могло так напугать драконов? Какая неведомая сила заставила их покинуть насиженные места? Чтобы на него ответить, нужно вспомнить еще одно важное событие из прошлого. По словам Стоика, много лет назад состоялся совет вождей,
посвященный проблеме драконьей угрозы. Главы своих деревень обсуждали всевозможные способы решения возникшей ситуации. Как вдруг, в самый разгар их совещания появился незнакомец, весь в шрамах и в накидке из драконьей кожи. Непрошенный гость представился Драго Блудвистом и сказал, что поможет избавить человечество от тирании драконов, если только люди склонятся перед ним и признают вождем. Но участники совета только подняли его на смех, о чем несколько минут спустя горько пожалели. Разгневанный отказом викингов подчиниться его власти, Драго приказал своим драконам сжечь зал совета дотла вместе с находившимся в нем вождями. Стоик оказался единственным, кто тогда уцелел. Как мы уже говорили выше, это ужасающее своей жестокостью происшествие случилось много лет назад. Но нас интересуют более конкретные временные рамки нападения Драго на остров. И благо, зацепки есть. Как вы, возможно, помните, вскоре после потери любимой жены, Стоик изготовил из ее нагрудника шлем и с тех пор никогда больше с ним не расставался. Половинка ее нагрудника. А вот вторая. Зато мама всегда с нами. Но на совете викингов он предстает перед зрителями в совершенно другом головном уборе, что означает только одно: Валка в данный момент еще находится на острове. К слову, этот же шлем был на нем и в тот роковой день, когда его супругу похитил Шторморез. Все это наталкивает нас на мысль, что два таких знаковых события, как появление Драго Блудвиста и внезапная паника, охватившая драконов, произошли практически в одно время. А учитывая уровень жестокости Драго, его злобные намерения, а также тот факт, что у него в подчинении находится великий смутьян, способный гипнотизировать своих сородичей, то вполне можно предположить, что этот человек как раз и стал причиной массового побега драконов. Именно Драго разорвал последнюю нить дружбы, связывающую этих прекрасных существ и людей, разрушил последние крупицы доверия между ними, положил начало затяжной кровопролитной войны. Теперь ты мой, отныне и навечно. То есть, если он совершил все эти ужасные вещи, значит и смерть Фурий тоже на его совести, спросите вы. Нет, Драго не был напрямую причастен к их убийству. Об этом свидетельствует огромное количество фактов. Во-первых, у него попросту не хватило бы боевой мощи, чтобы совладать с драконами данного вида. Как мы знаем, одного беззубика оказалось достаточно, чтобы сдерживать атаку великого смутьяна. А представьте, если бы Фурий была целая стая. Да в таком случае Драго Блудвиста и его армии не осталось бы и мокрого места. Во-вторых, несмотря на всю его жестокость, Драго не выражал намерения убивать драконов. Он стремился их подчинить, чтобы еще больше расширить границы своей власти. Ну и в-третьих, создатели мультфильма дали нам четко понять, что именно Гримель, злодей предстоящей части франшизы, был причастен к убийству Фурий. В одном из трейлеров персонаж дал ясно понять, что давно охотится на ночных фурий, и дракон Икинга является единственным выжившим представителем рода. Я охочусь на ночных фурий. Твой дракон последний. Подобным заявлением он фактически сознался, что именно он 20 лет назад истребил фурий, среди которых были и родители Беззубика. Теперь, когда личность фурийного убийцы наконец установлена, осталось только ответить на вопрос, как и главное, зачем он уничтожил один из самых прекрасных драконьих видов. Согласно нашей теории, Гримель уже появлялся в мультфильме, а именно во второй его части. Вспомните, что Драго Блудвист велел сделать своим людям после того, как он одержал победу над вожаком драконов. Он отдал приказ снаряжать корабли и отправляться следом за ним на остров Олух. Воины! Выступайте, встретимся на Олухе! Но несмотря на четкие указания Драго, подкрепление так и не пришло. Почему? Неужели армия слушала своего военачальника? Или, быть может, солдатам Блудвиста что-то помешало? Да, помешало, только не что-то, а кто-то. На их пути встал Гримель и успешно отжал флот Блудвиста. Доказательством этого является трейлер к третьей части картины, в которой вы можете лицезреть военно-морские суда злодея, на чьих парусах изображены до боли знакомые символы. Вы, конечно, можете предположить, что на момент второй серии франшизы Гримель и Драго уже были союзниками. Но нет, их тогда ничего не связывало. Более того, мужчины даже не были знакомы, и этому есть ряд доказательств. Во-первых, мотивы, цели и действия данных персонажей кардинально отличаются. Во-вторых, до встречи с Икингом и его друзьями, Драго считал себя единственным, кто понимает природу драконов и умеет с ними управляться. Ошибочка.
Ну и в-третьих, когда Драго встретил Фурию, он не уничтожил ее, хотя и имел такую возможность. Скажите, если бы он сотрудничал с Гримелем, помешанным на убийстве этих существ, разве стал бы он делать прямо противоположные вещи прямо перед носом у своего напарника? Определенно нет, а значит, вывод следующий. Блудвест и Гримель не состояли в сговоре. Возникает вопрос, зачем Гримелю вообще понадобилось нападать на флот Блудвеста? Каким образом пересекались дороги двух величайших злодеев? Все просто. Гримель узнал о том, что на свете есть последняя живая фурия, и она сейчас как раз находится в руках Блудвеста. Именно поэтому он поспешил перехватить его корабли, так как думал, что на одном из них застанет Драго вместе с желанной добычей. В трейлере к третьей части четко видно, что Гримель в кого-то стрелял. Но в кого же? Скорее всего, с треском разгромленный и злой как собака Драго отправится прямиком на свое судно, где обнаружит, что оно захвачено. Законный владелец попытается вернуть свой флот, но падет от руки Гримеля. Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что Гримель вступил в игру лишь потому, что узнал о существовании Фурии. Ведь, как мы поняли из тизера, его цель истребить всех представителей данного вида до единого. Скорее всего, злодей считает Фурий помехой на пути к достижению его главной цели. Как вы знаете, эти существа очень свободолюбивые, и в отличие от остальных своих собратьев, никогда не будут против своей воли подчиняться ни альфа-дракону, ни тем более человеку. И если Драго использовал драконов, чтобы подчинить себе людей, то для Гримеля, который жаждал власти над драконами, Фурии были словно кость в горле. Они представляли потенциальную угрозу завоевательным планам злодея, и поэтому он их всех убил. По счастливой случайности, одна Фурия выжила, но ей пришлось очень непросто. Бедный несмышленый малыш скитался, не зная, куда ему податься. И наконец, найдя гнездовье, где всем заправлял огромный, жадный, вечно голодный дракон, Беззубик стал одним из его рабов, покорно исполняющим все приказы великана. Именно поэтому он и напал на остров Олух в первой части. Юный дракон не был плохим, он просто не знал на тот момент разницы между добром и злом. Но однажды, по воле случая, он встретил Икинга, мальчишку, с судьбой так похожей на его, и пустота в сердце Беззубика, образовавшаяся из-за потери родителей, в один миг заполнилась. Оказалось, что человек и дракон не просто родственные души, а братья-близнецы. Они родились в одно и то же время, они жили в обществе, в котором было принято убивать. Они противились жестокости, они оба потеряли конечности, и самое главное, им обоим была уготована судьба стать великими вождями.